Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радекин Максим и мой сегодняшний соведущий Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Алиев пообещал изгнать Россию с энергетического рынка Европы, но погорячился. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия уже не может в должной мере обеспечить своих традиционных партнеров нефтью и газом, и Баку с удовольствием заместит Москву на международных рынках. Александр, пожалуйста, прокомментируйте, а где и чем он там собрался, собственно, замещать? Ну, прежде чем мы поругаем, давайте для начала похвалим. Похвалим в том смысле, что на самом деле Алиев громких заявлений о замещении России не делал. Он делал немного другого характера заявления. Россия там действительно упоминалась, но скорее в том контексте, что Россия больше не может обеспечивать поставки в Европу и не может обеспечивать поставки своим традиционным покупателям. Инфраструктура российская разрушается. Но обещание его увеличить поставки носили несколько иной характер, не относящийся к «мы сейчас Россию заместим». И вот тут мы переходим к той части, которую можно условно называть «поругаем». Итак, во-первых, а, Азербайджан поставляет в страны Европейского Союза, а там речь про страны Европейского Союза, тем более, если я не ошибаюсь, это было мероприятие совместно с Мерцем. Мерц все еще канцлер Германии, не знаю, сколько он продержится. Но пока он канцлер, пока он там рассказывает, почему у него ничего не получается, ну и гоняет вот по некоторым странам, делая официальные заявления и провоцируя официальные заявления со стороны глав этих стран. Вот, например, Алиев. И Азербайджан в страны Европейского Союза поставил в прошлом году примерно 12,5 миллиардов кубических метров газа. В качестве поставщика нефти Азербайджан не является значимым игроком, и про этого мы еще коснемся, потому как основные вопросы, как правило, касаются газа. И действительно, между Азербайджаном и странами Европейского Союза действует соглашение, согласно которому с 27 года Азербайджан вроде как должен увеличить поставки газа в 2 раза. То есть было 12,5, значит должно быть 25. Нет, не значит. На самом деле все немножечко сложнее, тоньше и бестолковее. Смотрите, поставки в 12,5 миллиардов кубических метров – это на 2,5 миллиарда кубов больше, чем проектная мощность имеющихся газопроводов, которые обеспечивают поставки из Азербайджана, собственно, в Европейский Союз. Можно ли превышать проектную мощность? Ну да, в принципе, можно. Тем более здесь не столь значимое превышение, чтобы можно было как-то по этому поводу паниковать. Но по идее Азербайджан обязался поставлять 10 миллиардов кубических метров. То, что он поставляет больше, ну что ж, получилось, здорово, не получилось бы, не поставил. 10 – это обязательство со стороны Азербайджана. То есть, когда говорится о том, что между Азербайджаном и Европейским Союзом действует соглашение, то это соглашение подразумевает увеличение технической возможности поставки до 20 миллиардов кубических метров. Притом сама поставка осуществляется в рамках газопроводной системы, которая называется Южный газовый коридор. Она позволяет поставлять порядка 6 миллиардов кубических метров в Турцию, ну и вот 10 миллиардов в страны Европейского Союза. Как видим еще раз, объемы поставок в Европейский Союз выше проектных. Но всего на 2,5 миллиарда кубических метров. Притом, когда я говорю «всего», я говорю, исходя из российской гигантомании, откровенно говоря, потому что 2,5 миллиарда кубов – это довольно значимый объем. Многие производители газа, экспортеры газа считают подобного рода объемы более чем значимыми. Они могут составлять там какие-то значимые проценты от совокупного объема производства. То есть это вот с точки зрения России. 50 миллиардов туда, 50 миллиардов обратно. Это тот объем, на который мы можем еще как-то посмотреть и о нем серьезно поговорить. А 2,5 миллиарда – это, знаете, несерьезно. И тут есть простое объяснение этому факту. Оно выходит несколько за пределы объемов годовой добычи, которая у нас превышает 650 миллиардов кубических метров. У нас за сутки зимой может потребляться порядка 2 миллиардов кубов. То есть для нас, знаете, 2,5 миллиарда, это, 1,5 дня потребления, если так морозец ударил. Если нет, то и 2,5 миллиарда несерьезно. Но
я прошу заметить, что это с точки зрения вот такой российской гигантомании. Для Азербайджана это значимый объем. И объем, на который они должны увеличить поставки, это тоже значимый объем. То есть если они подписываются под тем, что мы увеличим поставки до 20, техническую возможность поставок до 20 миллиардов кубов, то это, ну, для них это более чем серьезно. Что это означает? Это не означает некое, знаете, просто ощущение. Ну вот, серьезно или нет? Нет. Это означает, что нужны денежные вложения в добычу, нужны денежные вложения в транспортировку. И вот тут появляется главный вопрос, который был задан Алиевым, но на который практически не обратили у нас внимания, потому что, опять же, мы смотрим немножечко со своей колокольни. То есть, если для нас 2,5 миллиарда кубов несерьезно, 10 миллиардов несерьезно, то все, о чем говорит Алиев, безотносительно Российской Федерации, когда он упоминает, прошу прощения, когда он упоминает финансирование каких-то проектов, когда он упоминает какие-то европейские банки, нам это не интересно. Это не про нас. Но в действительности, вот когда в официальном сообщении мы видим, что глава Азербайджана говорит про то, что надо как-то усилить, надо углубить, надо расширить финансирование добычных проектов, транспортных проектов, энергетических проектов. И нет, мы не отказываемся от зеленой энергетики, то он это говорит своей целевой аудитории, а именно руководству Европейского Союза. Рядом с ним один из крупных политических деятелей, при всей иронии, конечно, которая может сопровождать это утверждение, один из крупных политических деятелей Европейского Союза. У Алиева есть подписанная бумага с Урсулой фон дер Ляйен. Тайна раскрыта. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточено 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Case Guru написано «создано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства. В Китае масштабируют производство. Глава компании Case Guru Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационные устройства для уборки по старинке, без химии, но по стандартам медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина, сейчас можно убраться без боли. С новинкой Case Guru беспроводным пылесосом TurboSeal. Рекордное соотношение длительности работы и мощности. TurboSeal очищает мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос со станцией самоочистки. Case Guru самочист. Тюменский самочист проводит сухую и влажную уборку, сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру самочиста можно наблюдать за домом из любой точки города. Раньше мыли окна, подвергались опасности. Сейчас это делает робот-мойщик Case Guru Чистобот. Case Guru Чистобот отмывает 20 видов поверхностей, горизонтальных и вертикальных. Смотрите инновационные устройства Case Guru для уборки. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод INFO2607 на скидку до 1000 рублей. Но чего у него нет? У него нет понимания, а кто деньги давать будет. То есть с точки зрения Европейского Союза, вроде бы как, Азербайджан должен увеличить поставки газа. Но при этом Европейский Союз говорит, мы отказываемся от ископаемого топлива, мы будем расширять объемы производства электрической энергии из возобновляемых источников, мы будем укреплять наши меры по повышению энергоэффективности и прочее, прочее, прочее. Но, что главное для поставщиков энергоресурсов, мы будем отказываться от ископаемого топлива, от всего ископаемого топлива, от угля, от нефти, от газа. И да, отказ, разумеется, касается только области энергетики. Хотя, по идее, потом надо распространить этот отказ на все и вся, но пока в химии, там, в производстве удобрений полноценно заместить не получается, природный газ тот же самый, можно будет им пользоваться. Хотя подвижки в эту сторону, по крайней мере, на концептуальном уровне у Европейского Союза тоже есть. Обратите внимание на так называемый зеленый водород. Но с точки зрения поставщика энергоресурсов, получается, что ему говорят следующее. Найди деньги, расширь трубу, вложись в добычу,
увеличь добычу, начни нам поставлять. Гарантии? Какие гарантии? Никаких гарантий, что мы будем достаточно долго покупать у тебя газ, прежде чем от этого газа откажемся, но достаточно долго, чтобы ты окупил вложенные средства, никаких гарантий мы тебе не дадим. И раз за разом, когда у Азербайджана появляется возможность поговорить с европейскими политиками, обратиться к европейской аудитории, поднимается вопрос финансирования. То есть корневой вопрос во всей этой истории не то, что мы заместим Россию. Ну, было бы безумием, если бы на полном серьезе представители Азербайджана, ну хорошо, представитель мог, но глава Азербайджана на полном серьезе бы говорил, мы заместим Россию. У Азербайджана даже теоретической возможности такой нету. Ну, просто вообще нету. Она даже не рассматривается на каком-то более или менее внятном концептуальном уровне. Но есть некие договоренности, которые задают некие рамки, договоренности, не имеющие обязующего характера. Но они дают некие временные рамки, объемные рамки, отталкиваясь от которых можно вести диалог. Кто даст денег? Это главный вопрос. Это главный, основной вопрос. И, собственно говоря, вот он там прозвучал. Что касается поставок газа из России, опять же, зададим некое сравнение, чтобы было понятно, почему в принципе не ставится вопрос, ну, по крайней мере, на полном серьезе не ставится вопрос о том, что мы кого-то там заместим. Часть поставок из России, ну, разумеется, да, можно говорить, что Азербайджан часть поставок из России заместит, об этом и европейские лидеры это, в общем-то, говорят. Но в прошлом году из России в Европейский Союз пришло примерно 38 миллиардов кубических метров. Опять же, для понимания масштаба. За первое полугодие 2026 года только в сжиженном виде, без учета трубопроводных поставок, из России в страны Европейского Союза пришло около 12 миллиардов кубических метров. Ну, там 11,9, там с некоторыми еще копейками. Ну, округлим, 12 миллиардов кубов. То есть за год Азербайджан в прошлом году поставил примерно столько, сколько только в сжиженном виде из России пришло за первое полугодие. Даже проектов нет таких, которые позволили бы полноценно заместить все поставки, даже упавшие поставки из России. То, на что рассчитывает Азербайджан, это выйти на объем 20 плюс миллиардов кубических метров. Плюс это некая меняющаяся величина в зависимости там, от ситуации на рынке и технической возможности осуществлять поставки. То есть может быть 20, может быть 21, может быть там 24 миллиарда кубических метров, но это все равно не 38, при том, что 38 это вообще минимальный объем, который поставлялся из России. И последнее. Учитывая, что из России идет примерно 38 миллиардов кубических метров, ну вот в самом провальном на данный момент 2025 году, а из Азербайджана поставки должны увеличиться на 10, ну пусть на 12 даже миллиардов кубических метров, вполне очевидно, что никто серьезно не говорит, не предполагает и не будет предполагать замещение российских поставок. И еще раз подчеркну, что с точки зрения Европейского Союза отказ от российского газа с точки зрения руководства Европейского Союза, даже так будет точнее сказать, отказ от российского газа – это первый шаг к отказу от газа вообще, в том числе от азербайджанского. И в Азербайджане в курсе. Александр, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на наш канал в Макс, подписывайтесь на Александра Фролова, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках, без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч.